Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем делать коньяк по-деревенски. Я понимаю, что слово коньяк неприменимо к сахарному самогону, но всегда он так назывался у нас. Всегда это называли либо коньяк, сейчас стали называть еще бренди. Но по сути это обычная настойка под коньяк. Я вам покажу рецепт на литре сахарного самогона. Он у меня разведен до 42 градусов. Этот рецепт я знаю уже с давних времен, наверное, уже лет 20. Даже думаю, что больше. По нему всегда делали знакомые, дядьки, деды. И этот напиток нравится абсолютно всем. Хотя, с другой стороны, в нем ничего такого прям уж нету. Для него нам понадобится чайная ложка сахара. Опять же, это я повторяю, это на литр. 5 штук шиповника. Чайная ложка заварки. Заварку нужно обязательно брать без ароматизаторов, то есть обычный черный чай. Его делают обычно с дубовой корой, которая в аптеке продается. Я использую щепу. Если у вас нет щепы, используйте обычную аптечную дубовую кору. Также мы туда добавляем 3 горошины перца, черного перца, и 2 штучки гвоздики. У гвоздики желательно отломить хвостики, потому что хвостики дают резкость напитку. В бутонах как раз находится самый аромат, который нам оттуда и нужен. Ну, приступим. То есть высыпаем чайную ложку сахара. Чай, тоже чайная ложка. Щепа. Гвоздика и перец. И туда же отправляем шиповник. Дальше мы все это перемешиваем. И, в общем-то, для начала все. Закрываем крышкой и отправляем этот напиток настаиваться на пару недель. Я думаю, что мне хватит где-то дней 10. Он будет стоять около батареи, чтобы быстрее прошло настаивание. И мы с вами встретимся через 10 дней. Итак, прошло 2 недели почти, 12 дней у меня стояла эта настойка. Давайте мы ее сейчас отфильтруем. Цвет у нее, как видите, коньячный, даже более темный, я бы сказал, чем коньяк. Фильтруется она достаточно легко через ватный диск. Сильно его не забивает, так что отфильтровать его проблем никаких не возникнет у вас. Итак, мы отфильтровали. Цвет у нас получился достаточно богатый, интересный, красивый. Ну, на коньяк цвет очень похож. На запах, ну, запах достаточно приятный. Есть древесные нотки и немного цветочных. Такой сладковатый слегка запах. Давайте попробуем. Ну, пьется мягко. Вкус приятный. Я бы этот напиток однозначно рекомендовал бы.
Хоть я и не любитель коньячных таких вот настоек, но мне вкус его вполне нравится. По крайней мере, из многих моих знакомых и друзей, он, наверное, процентов 70 из них с удовольствием выпьют этот напиток. Попробуйте и сделайте. Этот напиток приятный, делается быстро, просто. И я думаю, многие его оценят по достоинству. Единственное, что я бы ему еще дал отдохнуть, наверное, где-то месяц, чтобы он просто постоял в стекле, отдохнул. Все вкусы и запахи тоже уже точно стабилизируются. Будет все это гораздо приятнее. Полный рецепт я оставлю под видео. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. Всем удачи!